Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 21 января. Вторник. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность 47-го президента США. Trump do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear That I will faithfully execute. that I will faithfully execute The office of President of the United States. the office of President of the United States And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Церемония инаугурации за погодных условий впервые с 1985 года проходила внутри Капитолия, а не на улице. В последний раз традицию нарушал Рональд Рейган. Сайт Белого дома обновил главную страницу, опубликовав фото Трампа и подпись «Америка вернулась». Уходящий президент Джо Байден решил не пропускать церемонию инаугурации Трампа. Сразу после вступления в должность Трамп намерен подписать около сотни указов, отменяющих решение Джо Байдена. Новости на Радио Мария. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу поздравил президента США Дональда Трампа с инаугурацией и заявил, что, по его мнению, цитирую, «лучшие дни альянса США-Израиля еще впереди». Ваш первый срок на посту президента был наполнен новаторскими моментами в истории Великого Союза между нашими странами, заявил Нетаньягу в видеообращении на английском языке, упомянув выход Трампа из ядерной сделки с Ираном, перенос посольства США в Иерусалим и признание суверенитета Израиля на Голландских высотах. Вы выступили посредником в заключении исторических Авраамских соглашений, в которых Израиль заключил мир с 4 арабскими странами. Я верю, что снова работая вместе, мы поднимем альянс США-Израиля на еще большую высоту и завершим разгром террористической оси Ирана, а также откроем новую эру мира и процветания для нашего региона. Нетаньягу также поблагодарил Трампа за его роль в продвижении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников из сектора Газа. Я с нетерпением жду совместной работы с вами по возвращению оставшихся заложников, уничтожению военного потенциала Хамаса и прекращению его политического правления в секторе Газа, а также по обеспечению того, чтобы сектор Газа больше никогда не представлял угрозы для Израиля, добавляет премьер-министр. Я уверен, господин президент, что под вашим руководством лучшие дни для нашего альянса еще впереди. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу, поздравляя Дональда Трампа. Президент Израиля Ицхак Герцог, а также министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направили Дональду Трампу поздравительные послания. В это же время около 20 протестующих собрались вчера у здания посольства США в Тель-Авиве, чтобы потребовать прекращения войны в секторе Газа, в то время как Дональд Трамп вступал в должность президента. Трамп, ты не сможешь спрятаться. Мы обвиняем тебя в геноциде. Кричали протестующие на английском языке, повторяя лозунг, который регулярно можно услышать на антиизраильских митингах в Соединенных Штатах Америки. На иврите же участники акции кричали: «Поселенцы, воры, немедленно убирайтесь из Палестины». Это была цитата. В это же время собирается примерно такое же количество прохожих, которые кричали «Только Биби», имея в виду премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Армия обороны Израиля опубликовала кадры операции, в ходе которой наши силы извлекли тело военного цаля Орона Шауля, который удерживался Хамас в секторе Газа более 10 лет. Шауля похоронили на следующий день после того, как армия объявила, что его тело было возвращено в Израиль в ходе секретной военной операции.
На кадрах, опубликованных армией обороны Израиля, видно, как колонна военной техники возвращается в Израиль с телом Шауля. В армии обороны Израиля прокомментировали, что операция основывалась на результатах разведывательных усилий, полученных за последние десятилетия. Напомню, что Шауль был лишен жизни 20 июля 2014 года, когда войска 13-го батальона бригады Голани вошли в район Шеджая города Газа на бронетранспортере. БТР застрял на одной из узких улочек района, и во время попыток его эвакуации он подвергся атаке боевиков Хамас, выпустивших противотанковые ракеты. Тогда в результате инцидента пали 7 солдат, включая Шауля, тело которого боевики Хамас утащили с места происшествия. Новости на радио Найрия. Президент России Владимир Путин приказал МИД, цитирую, «стремиться содействовать освобождению российско-израильского заложника Саши Труфанова». Выступая на заседании Совета Безопасности, Путин отмечает, что, цитирую, «часть заложников была освобождена, однако в плену в Газе по-прежнему остается гражданин России с двойным гражданством – Израиля и России. Я бы попросил, чтобы в Министерстве иностранных дел вместе с коллегами из других соответствующих ведомств были предприняты усилия по решению этого вопроса», сказал Путин, согласно англоязычной стенограмме встречи, опубликованной Кремлем. «Не упускайте это из виду и стремитесь к освобождению нашего гражданина», говорит Путин. Я же напомню, что Сашу Труфанова, которому 29 лет, похитили 7 октября 2023 года вместе с матерью, бабушкой и девушкой, а его отца Виталия лишили жизни. Мать Александра, Елена, бабушка и девушка были освобождены в рамках прекращения огня еще в ноябре 2023 года. Труфанов входит в список 33 заложников, которых планируется освободить в течение 6-недельного первого этапа прекращения огня, вступившего в силу в прошлое воскресенье. Хотя, как сообщают некоторые СМИ, Сашу вряд ли освободят до конца 6-недельного периода. Напомню, что пока что из 33 заложников были освобождены 3 заложницы. Они живы. Живы ли все остальные, пока неизвестно. И появились новые подробности освобождения наших заложниц из плена Хамас. Как стало известно, освобожденные заложницы Эмили Дамари, Роми Гонен и Дорон Штайнбрехер получили от своих похитителей сообщение о том, что они отправляются домой только за несколько часов до своего освобождения. Согласно комментариям 3 освобожденных заложниц, одобренными для публикации израильской военной цензурой и переданными 12-м телеканалом израильского телевидения, некоторые из девушек не видели дневного света в течение длительного периода своего плена и содержались под землей. Часть из них содержалась в гуманитарных зонах сектора Газа. Они не содержались в одиночку, но в какой-то момент их отделили от других, рассказывают девушки. Когда мы были вместе, мы готовили друг для друга и все время заботились друг о друге. Иногда они получали необходимые им лекарства. По словам бывших пленниц, они все время видели и слышали телевидение и радио и знали о борьбе, которая ведется от их имени, и о том, что их семьи сражаются за них. Некоторые из них также слышали передачи о том, что произошло 7 октября 2023 года, когда вторгся Хамас на территорию Израиля и их похитили. Цитирую. «Мы понимали, что наши семьи выжили, но обнаружили, что потеряли много друзей. Мы были напуганы во время нашей передачи от террористов Хамас в Международный комитет Красного Креста в городе Газа, как из-за окруживших нас вооруженных людей, так и из-за жителей сектора Газа», рассказали бывшие пленницы. Главные новости Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил армии обороны Израиля, цитирую, «не допускать проведения палестинцами празднования и парада во время предстоящего освобождения заключенных по соображениям безопасности в рамках соглашения с Хамас об освобождении заложников». Цитирую. «Необходимо принять все меры для предотвращения повторения празднований и массовых палестинских маршей в честь освобождения палестинских террористов в Иудее и Самарии», говорится в письме Каца начальнику генштаба Цаля генерал-лейтенанту Герци Алеви. Кац добавляет, что армия должна атаковать любого вооруженного палестинского террориста, который участвует в этих маршах.
Новости на радио Нария. В это же время террористы Хизбалла называют прекращение огня в секторе Газа победой палестинского народа, заявив, что Израиль, цитирую, «не достиг ни одной из своих целей». Хизбалла также раскритиковала Соединенные Штаты, прокомментировав, что, оказывая поддержку Израилю, Вашингтон является, цитирую, «полноправным соучастником преступлений и геноцида, который враг совершил против палестинского народа». В заявлении Хизбаллы говорится, что она была партнером в палестинской победе, и добавляется, что ливанская террористическая группировка открыла фронт с Израилем, за что ей пришлось заплатить высокую цену, потеряв своих высших командиров, включая и лидера Хасану Насраллу и тысячи сторонников. Хизбалла утверждает, что сопротивление – это единственный способ сдержать нас, Израиль, который, цитирую, «не смог достичь ни одной из своих целей силой и сломить волю и стойкость палестинского народа». Конец цитаты. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сообщил Совету Безопасности ООН, что в сектор Газа въехало более 630 фур с гуманитарной помощью. Причем не менее 300 из этих фур направляются на север анклава, где, по утверждению ООН, нависла угроза голода. Гутерриш заявил, что полная или частичная аннексия западного берега Иудеи, Самарии и Израилем будет представлять собой, цитирую, «серьезнейшее нарушение международного права», осудив заявление израильских официальных лиц, предполагающих такой шаг. «Я обеспокоен экзистенциальной угрозой целостности и непрерывности оккупированной палестинской территории сектора Газа и западного берега», говорит Гутерриш, ссылаясь, цитирую, на израильские административные изменения за последние 2 года. Хамас заявляет, что Газа и ее народ восстанут вновь и восстановят территорию, разрушенную более чем за 15 месяцев войны, спровоцированной вторжением Хамас на территорию Израиля. Газа с ее, цитирую, «великим народом и стойкостью снова поднимется, чтобы восстановить то, что разрушила оккупация, и продолжит идти по пути стойкости до тех пор, пока оккупация не будет побеждена», говорится в заявлении террористов Хамас, опубликованном на второй день соглашения с Израилем о прекращении огня и освобождении наших заложников. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Радио Нария напоминает, что появился канал фейков, который постоянно всех хоронит, говорит, что в Израиле паника и вводит войска в нашу страну. Канал использует начитку текста роботом мужским голосом, а также в оформлении и обложках своих видео использует нашу стилистику, чтобы вас запутать. Напомню, что у нас есть только 2 официальных канала. Это главный канал Радио Нария, на котором вы сейчас смотрите эти новости, а также Радио Нария Ньюс «Новости Израиля». Это наш резервный канал. Не дайте себя обмануть. На официальном канале Радио Нария указано, что это Радио Нария. Все остальные каналы не имеют к нам никакого отношения. По данным опроса Гарварда Харриса, почти 21% избирателей США поддерживают террористическую группировку Хамас, а не Израиль. Четверть демократов США поддерживают Хамас. Среди республиканцев 19% поддерживают террористическую группировку, а среди независимых избирателей этот показатель составляет 20%, говорится в опросе. Поддержка террористов наиболее высока среди 25-34-летних, таких аж 32%. В возрасте от 18 до 24 лет Хамас поддерживает 21%. В возрастной группе 35-44 года 29%. В возрастной группе от 45 до 54 лет 23%. В возрастной группе от 55 до 64 лет 17%. И среди тех, кому за 65, 10% поддерживают Хамас. Больше всего сторонников соглашения о прекращении огня среди демократов – 87%. За ними следуют республиканцы – 81%, независимые – 78%. Среди всех избирателей 57% считают, что Хамас согласился на сделку о заложниках из-за новой администрации Трампа, а 43% отдают должное администрации Байдена.
В вопросе американцев спрашивают об их мнении 19 внутренних и иностранных организациях. 3 наименее популярных – это Хамас, Россия и Палестинская администрация. Израиль занимает среднее место. Конфликт Израиля и Хамас является главной личной проблемой для 2% избирателей. 2% считают, что антисемитизм является самой важной проблемой, стоящей перед США. Опрос проводился 15 и 16 января. Опрошено было 2650 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 1,9%. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала новые душераздирающие видеоролики, на которых запечатлены моменты, когда 3 израильских заложниц, освобожденные в прошлое воскресенье из плена Хамас, воссоединяются со своими матерями на военном объекте недалеко от границы с сектором Газа. На видео видно, как военнослужащие ЦАЛя, в основном женщины, ведут уже бывших похищенных на встречу с матерями, которые ожидали своих дочерей на специальном военном объекте, который был создан перед освобождением. Новые трогательные кадры, которые еще не были показаны в СМИ, далее без комментариев в нашем эфире. Я же благодарю вас за поддержку, за то, что смотрите нас. Для поддержки Радио Нария подпишитесь на наш канал, нажмите на кнопку «Подписаться». Также под этим видео нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка на него в первом закрепленном комментарии под этим видео. Спасибо и нашим спонсорам. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Завтра в 6 утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.